Сегодняшний выпуск будет посвящен авто, о котором мечтают все мужики от школьника до ветерана. Этот немецкий аппарат соблазняет своим мощным и брутальным внешним видом. Да что тут говорить, практически любая современная девушка мечтает заработать на такое авто. Ну или хотя бы прокатиться. Но, как говорится, не всем дано. Именно в этом обзоре мы поговорим об альтернативе гелику, на который вполне может заработать каждый, и ваша мечта будет исполнена. Большинство зрителей даже не заметят подмены. Ну, только если... Давайте обо всем по порядку. В дизайне внедорожника Bike BG80 чувствуется индивидуальность. Определенно, это уникальный китайский стиль. Да, кого я обманываю? Да, это на 99,9% копия немецкого Mercedes-Benz G-класса. Ну и стоит он в 10 раз дешевле оригинала. Поначалу в Xiaomi тоже никто не верил, но ребята сумели доказать обратное, и у них таки получилось. Концерн Bike разработал клон Mercedes G-класса еще в далеком 2011 году. Причем изначально это был аскетичный армейский вездеход, прям как российский УАЗ Патриот. Но в 2016 году начался выпуск облагороженных гражданских машин. Простой и сравнительно недорогой Beijing BG80 сразу не получил должного успеха. Были и дизельные версии, но она так и не стала серийной, так как мотор там ставили слабенький, да еще и только с ручной коробкой. Поэтому единственным силовым агрегатом оказалась бензиновая турбочетверка SAP 2.3 на 250 лошадиных сил и 350 ньютон-метров крутящего момента с шестиступенчатым автоматом EASY. Но теперь в 80-ки добавили мощи, и она доступна еще и с бензиновым турбомотором V6 объемом 3,0 литра, который выдает 280 лошадиных сил и 420 ньютон-метров крутящего момента. Касаемо внешнего вида, то авто получило обновленный кузов. Причем он опять же полностью повторяет собой Гелендваген. Китаец получил аналогичные габариты, форму большей части деталей, а также декоративные элементы. Он может похвастаться следующими размерами. Длина 4765 мм, ширина 1955, высота 2005, колесная база 2800, дорожный просвет 215 мм. От немца китаец отличается разве что спереди. Тут можно заметить менее агрессивную и более низкую морду квадратной формы. Так же, как и у Гелендвагена, сверху здесь можно наблюдать выпирающий капот, украшенный ступенчатым рельефом. Разве что выпирающие поворотные сигналы китайцы не скопировали. Далее бампер украшается почти прямоугольной радиаторной решеткой, которая делится на несколько частей тонкими хромированными полосками. Все в курсе, как китайцы везде любят пихать свой хром. По бокам от решетки расположились квадратные углубления, включающие в себя круглую головную оптику с ксеноновым наполнением, фары ближнего света, а также поворотные сигналы, которые тоже имеют круглую форму, но куда меньше размеры. Ниже в обвесе расположились противотуманные фары. В профиль машины схожи тут как по форме, так и по декору. Здесь также можно найти огромные двери, украшенные ступенчатым рельефом, встроенными прямо в них окнами, которые не имеют никакого обрамления, и хромированными ручками, куда без него. Но и это еще не все. Массивные зеркала заднего вида с поворотными сигналами и декоративные решетки чуть выше передних арок, имитирующие воздухозаборные вырезы, также правильно залиты хромом. В нижней части профиля находятся широкие фендеры, подножка расположена на порогах. Также мало отличий у китайца от немца и сзади. Тут кузов тоже располагается полностью под прямым углом к дороге и имеет квадратную форму. Из декора здесь можно найти небольшое окно, сравнимое по размерам с окном УАЗа, покрашенные в хром ручки и шильдики, чехол для запасного колеса и вертикальные габаритные сигналы, помещенные на стойках кузова. Современный рамный внедорожник Bike BG80 2021, несмотря на свою квадратную форму, обладает неплохой управляемостью. Безусловно, маневренность у машины посредственная вследствие крупных габаритов и не лучшей аэродинамики. Однако это никак не отражается на комфорте, который можно испытать при передвижении на авто.
Спереди ставится стандартная двухрычажная независимая система, стабилизатор поперечной устойчивости и дисковые вентилируемые тормоза. Сзади используется многорычажная зависимая подвеска, дисковые вентилируемые тормоза и стабилизатор поперечной устойчивости. До сотни модель разгоняется за впечатляющие 7,5-8,5 секунд, в зависимости от выбранной модификации. Также у этого рамного внедорожника впечатляющая максимальная скорость – 220 км в час. Производитель уверяет, что средний расход топлива на 100 км составляет 10 литров, что является хорошим результатом. Внутри сходство с Гелендвагеном полностью отсутствует. Китаец получил отделку из натуральной кожи, тканей и пластиком под дерево. Интересный факт, но первый показ внедорожника публике вызвал ярое негодование у немецких разработчиков. Впоследствии компания Mercedes настояла на том, чтобы конструкторы подделки откорректировали внешность. Вследствие этого серийная версия Bike BG80 последних выпусков уже не обладает столь искусным шармом. Мол, ребята, вы хоть совесть поимейте. Китайцам пришлось пойти на уступки, и долго не раздумывая, они отправились на склад и решили кинуть в автомобиль первый попавшийся салон своей разработки. И честно сказать, теперь копия выглядит как унылая и скучная подделка. Хотя многим по вкусу. Симпатичная мультифункциональная баранка рулевого колеса получила отделку натуральной кожей. Передняя панель получилась весьма солидной. Возможно, спорным решением является вставка из натурального дерева, протянувшаяся вдоль всей передней панели. Несмотря на то, что по уверениям производителей в отделке салона используется исключительно натуральное дерево ценных пород, описываемая декоративная вставка выглядит как яркая пластиковая имитация. В остальном дизайн интерьера машины вполне достоин положительных оценок. Мягкий пластик и натуральная кожа, применяемые для отделки, неплохая звукоизоляция, кресла, которые обеспечивают даже при едва выраженной боковой поддержке удобную посадку, придают просторному салону машины необходимый уровень уюта и комфорта. Начальное оснащение внедорожника предполагает установку систем бесключевого доступа и пуска силового агрегата нажатием кнопки. В помощь водителю предлагается камера заднего обзора, датчики парковки, датчики уровня давления в колесах, несколько современных систем активной безопасности. Кроме того, покупатель внедорожника получит салон с отделкой из натуральной кожи, литые колесные диски, люк в крыше с электроприводом и многие другие полезные вещи. Более дорогие версии исполнения Bike BG80 порадуют наличием таких опций, как электрическая регулировка кресел водителя и пассажира, подогрев задних сидений, электрический привод и подогрев наружных зеркал, современная климатическая установка с раздельными зонами обогрева, а также передовая аудиоустановка с дюжиной динамиков по всему салону. Говоря о стоимости авто, то за данный образец в базовой версии вам придется заплатить 35 тысяч евро. Но много ли это или мало, судить вам. Будем рады увидеть ваше мнение в комментариях. На этом все, спасибо, что были с нами. Если данное видео вам понравилось, то рекомендуем подписаться на наш канал.